Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом выпуске я буду делать перегородку из стекла и металла в стиле лофт. На самом деле ролик должен получиться очень интересный, потому что в YouTube конкретно роликов по изготовлению перегородок металлических в стиле лофт нету. Потому что обычно просто фирмы показывают уже готовый результат, а саму технологию и весь процесс работы не показывают. Я решил это сделать своими руками. На самом деле с металлом, со сваркой, со стеклом вообще не работал, если не считать школы уроков труда. Поэтому все практически буду делать первый раз. Первый раз работать с металлом, первый раз варить. Первый раз буду покрывать металл резиновой краской. Первый раз буду работать со стеклом. В общем, все в этом ролике я буду делать первый раз. Кстати, еще не знаю, сколько частей получится, одна или две. Если будет слишком большой объем информации, то я разделю этот ролик на две части. Поехали! Идея плюс чертеж. Первый этап – это, конечно же, чертеж. Надо придумать то, что вы хотите. Перегородка будет возводиться между кухней и комнатой вместо демонтированной кирпичной стены. Чертеж делаю на бумаге без использования специальных программ. Вообще, я бы эту перегородку не делал. Оставил бы большое помещение, гостиную, жилое помещение, соединенное с кухней. Но по правилам, если в квартире газ, то кухню с жилым помещением соединять нельзя. Поэтому я решил снести кирпичную массивную стену и сделать более аккуратную, красивую перегородку из стекла и металла в стиле лофт. Проект этой перегородки согласовали за неделю. Стоило это примерно $100, ориентировочно 7000 российских рублей. Что понадобится из материалов и инструментов? Непосредственно сам металл, профильная труба, из которой будет вариться каркас перегородки. Размер основного профиля 40 на 20, толщина стенок 2 мм. Закладной профиль для крепления стекла 15 на 15 мм, толщина стенок 1,5 мм. Также частично использую профиль 40 на 40, толщиной стенок 2 мм. Я объехал примерно 5 мест, пока не нашел нормальную фирму, которая продает металл. Для тех, кто живет в Бресте и в ближайших районах, рекомендую фирму Вест Металл Групп. Находится в Катином Бару. Здесь есть весь металл и все, что с ним связано. Резка металлопроката в размер и доставка. Ссылка будет в описании, эта информация просто поможет вам сэкономить время на поиске. Доставку металла я заказал в гараж, потому что планировал очистить металл от ржавчины в гараже, чтобы не пылить в квартире. Но по факту оказалось, что профили практически не ржавые и можно обойтись без этой работы. Так что сэкономил лишний рабочий день. Резиновая краска, которой буду красить перегородку. С такой я еще ни разу не работал. Производитель Bitex Сибирь. Называется Farben Jimmy. Немаловажную роль в этом проекте будет играть полиуретановый клей-герметик Zika. При помощи него я значительно хочу упростить технологию. В общем, сами все увидите. Изначально я планировал пилить металл болгаркой. Попробовал и понял, что это будет очень долгая песня. Поэтому оперативно пришлось покупать пилу для резки металла. Можно было взять в прокат, но так как я периодически собираюсь заниматься металлом, я решил ее купить. Давно планировал купить сварку. Выбирал по отзывам в интернете. Особенность этой модели в том, что она может работать как полуавтомат, так и с электродами. Еще понадобится защитная маска. Проволока для сварки с серьезным названием BMW. Диаметр 0,8 мм. Обмедненная. Вставляется внутрь сварочного аппарата. Незаменимая вещь для такой работы – это сварочный магнит. Надеюсь, они противоударные. Все это я купил в магазине ZBuy. У них очень большой выбор строительного оборудования, в том числе и что касается сварки и ковки металла. Ссылку я оставлю в описании. Отдельное спасибо за мастер-класс по основам сварочных работ. В магазине есть специально оборудованный сервис, где вам все покажут. Изначально я думал, что обойдусь без газа. Куплю порошковую проволоку с углекислотой и буду варить. Но ребята на сервисе мне объяснили, что лучше купить баллон с газом, так как качество сварки получается лучше. Поэтому дополнительно пришлось покупать баллон с углекислотой на 10 литров. Плюс редуктор.
и шланг, чтобы соединить баллон и сварку. Третий этап – разметка. Приступаю к разметке. Когда я делал освещение, то предварительно нарисовал будущую перегородку на потолке. Изначально я планировал сделать ее толщиной 6 см, но сейчас решил уменьшить до 4 см. Соответственно, ставлю новые метки и переношу размер с потолка на пол и стену. В таких случаях очень удобно использовать лазерный уровень. Прорезаю пленку, которой заклеивал стены. По границам будущей перегородки проклеиваю ленту ПВХ. Разметка готова. Сборка каркаса. После того, как сделали разметку на полу, стене и потолке, отмеряю нужные куски профиля и отрезаю. Предварительно металл нужно протереть тряпкой, так как он в масле и грязи. Начинаю с нижнего профиля, который будет на полу. Дальше по порядку отрезаю все элементы. Профиль, который идет к стене, помимо полиуретанового клея, я буду крепить на дюбеля. С одной стороны у меня отверстие 6, с другой стороны где-то примерно 12. Но у меня сверло максимальное, которое есть, это 10 мм, поэтому пришлось некрасиво расфальцевать. Большое отверстие нужно для того, чтобы проходила шляпка дюбеля. К стяжке я буду просто профиль приклеивать, потому что стяжка сама по себе крепкая, а на стене есть промежуточный слой шпатлевки. Полиуретановый клей герметик очень хорошо будет держать профиль, то есть в принципе дополнительный крепеж не требуется. У меня есть такая интересная штуковина, называется автоматический керн. Ставите, нажимаете, и он делает метку, чтобы сверло не съезжало. Сначала насквозь прокручиваю сверлом 6. Затем ставлю 10. Еще нужно обойти короб, который делал для труб отопления. Буду учиться варить. Кстати, для сварки, наверное, зря я надел белый комбинезон. Представляю, что с ним будет в конце работы. А я даже не успел сделать на него обзор. Ну, ничего, буду делать обзор на грязный комбинезон. Для тренировки я взял обрезок профиля. Предварительно посмотрел несколько роликов о том, как правильно варить полуавтоматом. Ну что, полчаса тренировки и есть чем похвастаться. Так, ну вот, собственно, с чего я начинал. С пароварами. Вот этот вот один из первых. Вот я попытался
2 профиля сварить. Потом постепенно за полчаса у меня стало получаться, ну вот такие вот швы. В принципе, такими швами уже можно варить. Уже довольно-таки приличный. Ну вот этот вообще красивый. Но они не отбиты, а калину надо снять. Ну а так, как для получасового тренинга, вполне себе приличные швы. Вот сравните вот этот, вот эти и вот эти вот сопли. Ну что, буду варить. Деваться некуда с подводной лодки. Чтобы защитить стену, использую фанеру и металлические пластины. Предварительно свариваю угловой элемент. Затем буду монтировать к стене и полу. Перед приклейкой обязательно нужно обеспылить основание. Для приклейки профиля использую полиуретановый клей Герметик. Он реально держит крепче, чем дюбеля быстрый монтаж. Плюс создаст между профилем и основанием дополнительную полиуретановую прокладку. Наношу при помощи обычного пистолета. Приклеиваю профиль. К стене дополнительно креплю дюбелями, так как есть промежуточный слой шпатлевки. Также приклеиваю к потолку. Для монтажа верхнего профиля мне понадобился помощник. Фактически это единственный профиль, который требовал дополнительных рук. Далее монтирую стоечный профиль 40 на 40. Магниты для сварки очень хорошо помогают. Теперь остается только все это сварить. Теперь делаю замыкающий элемент конструкции каркаса над дверью. Свариваю все элементы в единое целое.
Основа готова. Вот как выглядит зачищенный сварной шов. Для защиты стен я использовал тонкие алюминиевые пластины. Это печатные формы с моей старой работы. Я раньше работал печатником. Нашел на даче. Можно использовать обычную жесть. Вообще, на самом деле, реально работа очень грязная. Посмотрите, что стало с моей маской после одного дня использования. Она просто насквозь пропитана пылью и грязью. В воздухе летает металлическая пыль, стоит запах железа, масла. Короче, как в школе, в кабинете у трудовика, где стоят токарные станки. Мне кажется даже, что шпатлевка, зачистка шпатлевки, работа почище. Поэтому беру маску получше, посерьезней. Специально в магазине купил новые фильтры и новые очки. Кстати, насчет очков. Вот эти очки стоят примерно 2,5 рубля. Это где-то 80-90 российских рублей. Вот мне кажется, что лучше покупать раз в неделю такие очки и выкидывать, чем более дорогие. В любом случае они затираются, потому что их постоянно трогаешь, протираешь. И все равно в них становится плохо видно. Поэтому лучше покупать такие дешевые очки и просто выкидывать их. Меняю фильтры. Кстати, вместо предфильтров я использую обычные медицинские маски или какой-нибудь материал фильтрующий, типа спанбода. Правда, с масками сейчас напряженка с коронавирусом. Но, тем не менее, предфильтры, они, в принципе, не то чтобы дорогие, но стоят где-то примерно пара-3 доллара. Но они вылетают буквально за один день. Поэтому я просто беру фильтр, в 2 слоя вырезаю материал, и закрываю пластмасской. То есть, в принципе, аналог предфильтра. Или 2 масочки. Точно так же обрезаю. У меня возникла идея, которая не касается темы ролика. Давайте разрежем старый фильтр от маски болгаркой и посмотрим, что у него внутри. Всегда хотел это сделать. Внутри активированный уголь. И 2 слоя материала по типу предфильтра. Итоги первого дня. Во-первых, подняли материал, почистили металл от грязи. Во-вторых, я разобрался со сваркой. Собрали, все подсоединили, немного потанцевал я с бубном, но все-таки с большего разобрался, и вполне себе приличные сварочные швы у меня получаются. Также разобрался с пилой. Если честно, то если бы я это резал обычной болгаркой, то, конечно же, это не то, что нереально, это реально, но очень тяжело. Все-таки пила для металла – это в такой работе вещь необходимая. Также сделал я разметку и сварил каркас, основной, рамку из профилей. На этом первая часть закончена, ролик подошел к концу. Если понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все остальное будет во второй части. До новых встреч!